Определите кинетическую энергию космической станции при движении по орбите со скоростью 3,7 км в секунду, если масса станции 10 тонн. Так, скорость у нас космической станции равна 3,07 км в секунду. И масса станции равна 10 тонн. Мне нужно определить кинетическую энергию. Скорость станции 3,07 км в секунду, видно, либо она только идет на орбиту, либо уже спускается, потому что первая космическая скорость это почти 8 км в секунду. Будем использовать то, что дано в условиях задачи. Кинетическая энергия будет равна чему? Масса станции умножить ее на квадрат скорости и разделить на 2. Задачка очень простая, посчитать. В данном случае дается возможность просто поработать с преобразованием всех этих величин, которые здесь существуют. Километры, тонны и так далее. Джоуль – это ньютон на метр, либо килограмм на метр и делить на секунду в квадрате, что множится на метр. А тут у нас тонны, километры. Это нужно будет приводить в соответствие к системным единицам. Итак, запишем. W. Скорость равна чему? 10 тонн. Запишем как есть сначала. 10 тонн, что множится на 3,07 километра в секунду. Все это будет в квадрате. Делится на. Теперь будем заниматься преобразованием. Сначала тонны, а потом километры. В принципе, можно разделить вот эти именованные величины. Будем с ними работать как с отдельными множителями. Это удобно, потому что легче будет и возводить соответствующим образом степени, преобразовывать эти величины. Запишем таким образом. 10 тонн, 10 килограмм превратить. Это будет на 10 третьей степени килограмм. 10 тонн это 10 на 10 с третьей степени килограмм. Умножить. Тут тоже можно поставить умножить на 1 килограмм. Умножить 3,07 в квадрате и отдельно его размерность запишем. Километры в секунды тоже в квадрате. И делить на 2 равно. Сразу можно 10 и 10 третьей написать. 10 четвертой степени килограмм. Умножить 3,07 в квадрате. Это будет 9,424. И умножить на километры на секунды в квадрате. Теперь на вот эту скобочку. Километр. Это что получается? На 1000 метров, что делится на секунды. И все это где будет в квадрате? Делим на 2. Равно. Последовательно будем идти. Что у нас получилось? 10 четвертых килограмм умножить на 9,424. Смотрите, здесь сверху будет 1000 метров в квадрате, секунды в квадрате пойдут вниз. Вот мы сразу секунды в квадрате сюда запишем. Здесь останется двоечка в знаменателе. А здесь будет что? Запишем так. 10 в третьей метров в квадрате равно 10 четвертый килограмм на 9,424 и умножить на что? 10 третий метров в квадрате на 10 в шестой метров в квадрате. И делим на секунды в квадрате умножить на 2. Давайте вот эти метры в квадрате разделим. Уже эти показатели тоже можем сложить. Будет 10 в 10 степени килограмм на 9,424, что множится на метры и что множится на метр. Нам так будет удобно. Сейчас вы посмотрите почему. И делится на 2 равно. Смотрите, килограмм на метр на секунду в квадрате. Это будет ньютон. Вот эти величины 1, 2, 3 представляют собой ньютоны. А это что будет? Это просто метры. Получается, вот это все можно 1, 2, 3, 4 можно заменить на как ньютон, что множится на метр. Причем числителя. Итак, запишем 9,424 на 10 десятой ньютоны на метры. Делим на 2. Секунды тоже сюда ушли, потому что килограмм на метр на секунду в квадрате это ньютон и множится на метр. Получается этот ньютон на метр джоули. Так мы получили приблизительно 4,71 на 10 десятой джоули. Эта задача решается очень просто подстановкой соответствующих значений. Единственное, что надо будет очень внимательно и аккуратно провести замену вот этих значений, чтобы они каким-то образом можно было их скомпоновать. Километры поменять на метры и использовать из этих метров, выделить соответствующим образом ньютоны и метры. Вот получили джоули. W в итоге будет равно 4,71 на 10 десятых джоуль.